В жизни часто случаются вещи, когда вы хотите повернуть время вспять, чтобы сделать что-то лучше или не сделать вообще. Но, как мы знаем, это невозможно, поэтому мы, люди, должны принимать вещи такими, какие они есть, и делать из них лучшее. Сегодняшняя история о маме, бросившей своего малыша, и медведице вас шокирует, но в то же время приятно удивит. Медведица жила в лесу недалеко от деревни. Жители знали об их присутствии, но ни дикие звери, ни люди не подходили близко друг к другу и поэтому мирно жили рядом. Все шло хорошо, пока однажды, наряду со следами лап медведицы, на земле не оказались также отпечатки лап маленьких медвежат. У бурого медведя родились детеныши. Два близнеца, если быть точным. Проблема была не в том, что люди внезапно испугались, потому что теперь вместо одного медведя было три. Но некоторые люди подумали, что было бы неплохо отловить детенышей и привести их в зоопарк. Когда у вас будет возможность поймать таких маленьких медвежат? Итак, группа мужчин, вооруженных ружьями, отправилась в лес и выследила медвежью семью. Всем известно, как бы отреагировала медведица, если бы вы просто забрали у нее детенышей. Конечно, она будет защищать их изо всех сил. Охотники тоже знали об этом, и поэтому они преследовали коварный план выследить медведей, отстрелить мать, животное и поймать детенышей. К сожалению, мужчинам удалось довольно быстро найти маленькую семью и застрелить животное, мать, с безопасного расстояния. Медвежат тоже удалось поймать, и предполагалось, что медведица, которая с ранениями утащила себя в лес, там и погибнет. Но мужчины ошибались. На самом деле животное убежало в укромный дом, где искало убежище. В этом доме жила старушка. Она жила одна вдали от деревни, и местные жители называли ее странной и немного сумасшедшей. Раз в неделю женщина получала в деревне только самое необходимое и почти не контактировала с другими людьми. Увидев в тот день раненого медведя, она пришла в ужас от того, что кто-то может сделать что-то подобное с ранее мирным животным. Хотя медведицу только что чуть не убили люди, она позволила старухе угостить ее. Она чувствовала, что она другая и поможет ей. Женщина ухаживала за медведем, обрабатывала ее раны и давала ей есть и пить. Позже, когда она полностью выздоровела, она вернулась в пустыню. Но с того дня медведица все время возвращалась, чтобы посмотреть, как дела у ее спасителя. Обычно это были лакомства для диких животных. Иногда кусок хлеба, а иногда даже немного мяса. Через несколько лет после того, как детенышей забрали у медведицы и отвезли в зоопарк, женщина получила знаменательную новость от своего врача. В то время как большинство девушек не могут поверить в свое счастье, когда слышат такие новости, для этой женщины это были одни из худших новостей в ее жизни. Жительница села работала проституткой в соседнем городке и сейчас была беременна. Она была потрясена, когда узнала. Потому что она не хотела ребенка и не знала, кто отец. Ее врач объяснил, что для аборта уже слишком поздно, потому что ребенок слишком далеко развился в ее матке. Так что женщине ничего не оставалось, как родить ребенка. Это произошло некоторое время спустя, но то, что тогда сделала женщина, просто шокирует. Потому что вместо того, чтобы оставить ребенка себе или отдать его на усыновление, она в тот же день просто выбросила новорожденного живым в мусорный бак. Следующей ночью медведица бродила возле поселка, и когда она искала пищу под человеческим мусором, то наконец наткнулась на маленького детеныша. Он лежал беспомощный и одинокий под всем мусором и грозил умереть от голода и замерзания. Следуя своему материнскому инстинкту, она бережно взяла малыша в рот за пеленку и понесла в лес. Но не везде у медведя была очень конкретная цель. Старуха, которая тогда спасла ей жизнь. Она знала, что позаботится о новорожденном. Когда бурый медведь подошел к дому дамы, было уже поздно, и дама уже спала. Но ее разбудил громкий шум снаружи. Медведь царапал деревянную дверь дома. Сначала женщина испугалась, что это грабитель, и тем больше обрадовалась, когда, выглянув в окно, узнала своего друга, медведя. Она немедленно открыла дверь, потому что знала, что что-то не так. Медведь еще никогда не будил ее посреди ночи. Когда она посмотрела на коврик у двери, то не поверила своим глазам. Там лежал человеческий младенец. Сначала женщина была шокирована, потому что думала, что ее убил медведь. Но через несколько мгновений она заметила, что младенец жив. Она тут же взяла замерзшего младенца на руки, внесла его в дом и завернула в одеяло. Когда она обернулась, то снова испугалась. Медведь последовал за ней в дом. Она не хотела отводить глаз от маленького ребенка. Пожилая женщина позаботилась о ребенке, а также сообщила о случившемся в местную полицию.
Это все же заняло следственные действия, которые, однако, не привели к результату. В конце концов, дама решила оставить ребенка себе и вырастила его. Медведица относилась к малютке очень мягко и спокойно, как и к старушке. Когда мальчику было около 6 лет, по деревне распространились слухи, что он был ребенком рассматриваемой проститутки. Когда она узнала о ребенке и его истории, она очень захотела увидеть своего ребенка. Она сожалела о том, что сделала тогда, и очень сожалела об этом. Но пожилая женщина сначала запретила ей контакт. Лишь некоторое время спустя, когда мать большую часть дня ждала перед домом старушки под проливным дождем, женщина впустила бывшую проститутку. Через некоторое время мать ребенка попросила у старушки и ее сына прощения. Это заняло время, но в конце концов дама приняла извинения. Потому что она думала, что если даже медведица может спасти жизнь человеческому младенцу, хотя они забрали ее детенышей и чуть не убили их сами, то и она сможет простить эту женщину, которая проявила большое раскаяние. Ее сын также простил ее за то, что она сделала некоторое время спустя. Кстати, потомство у медведицы снова появилось. Однако на этот раз мальчиков у нее не отобрали, и она смогла их с радостью воспитать. Эта история показывает, насколько важно прощение в нашей жизни. Если хоть раз в жизни с вами обошлись несправедливо, подумайте о медведице. Если она может простить, то и ты сможешь.